Вот такой вид у меня имеет самп, который обслуживает 2 яруса моей небольшой разводни. Видео снимаю о фильтрации по просьбе подписчиков и зрителей канала, так как я уже давно о фильтрации ничего не снимал, поэтому давайте рассмотрим работу этого устройства поподробнее. Итак, кто смотрит мой канал уже давно, знает, что у меня сейчас в работе 2 яруса аквариумов. Это вот 3-й ярус. На нем представлено 7 аквариумов. Примерно по 130-140 литров. Внизу аквариумы 2-го яруса. Вот те дальние, вот эти по 80 литров. И вот такие чуть поменьше. Эти по 40 литров. Короче, общий объем воды больше тонны. Но я точно сейчас вам не скажу. Честно говоря, к этому видео это не просчитывал. Есть у меня видео на канале о том, какие объемы аквариумов. Я прикреплю его в описании. И кто не смотрел, посмотрите. А сейчас мы переходим непосредственно к устройству моего сампа. Значит, длина его вот здесь получается 1,5 сантиметров. Глубина 42 сантиметра. И высота 50 сантиметров. Здесь он сделанный на 4 отсека. Первый отсек вот приемный, куда попадает вода, стекает по сливным трубам. Для того, чтобы задержать весь мусор, который идет с аквариума. Второй и третий отсек предназначены для загрузки биозагрузкой, для того, чтобы там поселялись бактерии нитрофицирующие. И третий отсек, это отсек, в котором стоят помпы, которые подают воду обратно в аквариумы. Значит, первый отсек, размер его 15 сантиметров, ширина имеется в виду. Второй ширина 20, третий ширина 20. И здесь 35 сантиметров его ширина. Высота столба воды от низу и до уреза воды 40 сантиметров. Значит, я вам хочу сказать, что сегодня вот у нас конец мая 23 года. Этот самп работает уже практически 2 года. Я его как засыпал наполовину. Вот здесь засыпана лава обычная. Она находится в таких мешочках. Какую-то цибулю там продают в мешках. Ну, вы представляете, какая-то картошку. И здесь так же самое. Здесь просто немного приподнятая. Мешки приподнялись, поэтому кажется, что там много загрузки. Она загружена наполовину. Сам отсек объемом 30 литров. Во втором отсеке тоже загружена вулканическая лава. Во втором отсеке еще есть у нас немножко керамических колец, но их там совсем мало, буквально пару килограмм. В первом отсеке стоят 2 губки, одна крупнопористая и там ниже среднепористая. Они задерживают всю вот эту крупную фракцию, которая попадает вместе с водой из аквариумов. Значит, хочу вам сказать, какие преимущества сампа, например, перед фильтром, который внешний ставят люди в аквариумах и в своих системах. Значит, ну первое, здесь можно любую загрузку в эти отсеки положить. Можно комбинировать ее как хочешь. И можно добавлять ее, менять. Кроме того, самп можно поставить, кроме подъемных помп, обогреватели. Вот у меня, например, они здесь вот находятся в этом отсеке. Вот здесь мы потом ближе посмотрим. Можно поставить аэрацию. То есть, ну, хотя сам
вода, когда поступает, тогда и так хорошо аэрируется. Но дополнительно для бактерий можно поставить еще аэрацию. И можно поставить не 2, а больше помп. Можно еще подсоединить аквариумы отдельно. И то же самое будет происходить, хорошая фильтрация. Сюда также можно установить стерилизатор, который будет стерилизовать воду. Ну и другое оборудование. Вот, пожалуйста, смотрите, первый отсек. Была подмена во всех аквариумах. Также он чистился. Вот сейчас, в первые сутки использования после чистки, он имеет такой вот вид. А вот так у нас выглядит приемный отсек Сампа после того, как он проработал неделю. Вот смотрите, сколько мусора, рыбки, которые попали случайно через сеточки, которые стоят на сливных отверстиях у нас с аквариумов. Сюда еще могут попадать мальки, например, живородка, которая рожает. Все они находятся здесь. Но я каждый день наблюдаю за этим отсеком. И если малечки здесь появляются, я их сразу, естественно, вылавливаю и убираю. Вот такое засорение получается. Но крупнопористая эта губка, она пропускает воду. Там еще стоит среднепористая. Вот, поэтому вот такие дела. Носки фильтровальные я не использую. Ну, считаю, что такого достаточно. Кстати, вот здесь на отсеках вот написано 25.03, а здесь написано 31.12.22. Вот 31.12.22 года я очистил вот этот отсек. То есть он уже работает 6 месяцев. Но мы видим, что уровень воды вот здесь выше, чем переливная вот это вот переливное стекло. Это говорит о том, что здесь уже забито оно. И нужно уже его чистить. А в этот отсек был чуть попозже. Наводился здесь порядок, да, в марте месяце. То есть он работает практически уже 2 месяца. А этот уже практически работает полгода. Будем его скоро чистить. Значит, что еще хочу сказать. В Сампе вода, которая идет на вот эти вот наполнители, на которых живут бактерии, должна попадать все время сверху. То есть вода заходит в этот отсек. Здесь внизу есть там отверстие. Она заходит сюда, в этот переливную такую, промежуток такой переливной. Заходит в следующий отсек сверху. Там опять есть щелочка, выходит сюда. Опять заходит сюда, сюда, сюда. И потом пошла на помпы. И помпами уже поднимается вверх. То есть вода омывать должна субстракт с бактериями сверху. Ну, так желательно. Можно то сделать как захочешь. Но правильно будет, когда вода будет поступать на субстракт с бактериями сверху. Значит, вот здесь еще такой момент. Вот это вот стекло, которое вклеивается, оно должно быть на 2 сантиметра ниже уровня вот этого. Вот видите, здесь есть где-то примерно 2,5 сантиметра, может до 3 промежуток. Для чего это делается? Делается для того, что если вот эти вот губки внизу забьются, например, или здесь забьются, то вода, чтобы не вытекала из сампа на пол, она будет себе спокойно вот так вот проходить и по кругу будет опять циркулировать, то есть на пол не перельется. Например, если брать обычный внешний фильтр, то, естественно, если в нем потекли трубки, то вода вся вытекает на пол, также. Вот эти вот отсеки между большими отсеками сделаны у меня шириной 4 сантиметра. Для того, чтобы туда свободно можно было вставить, например, распылитель. Или вот как здесь обогреватели. Вон стоят обогреватели там. Вот. И когда размер здесь побольше, вот этот вот, то, конечно, свободно при чистке можно там все помыть, свободно туда мочалкой залезть. Очень удобно. Если сделать, например, его 2 сантиметра, то, конечно, там уже помыть его будет проблематичней.
Вот такой у меня вид сверху. Вот водичка затекает сюда. Все, здесь муть, которая прошла сквозь мочалки, еще здесь остается, здесь остается. И потом все попадает в помпы, и помпы поднимают водичку. Значит, еще такой момент, что сам должен быть рассчитан таким образом, чтобы вода, которая сливается с аквариумов, например, при отключении света, да, могла поместиться в этом вот объеме. То есть здесь у меня рассчитано так, что если даже объем моих аквариумов будет и 2 тонны, то воды, которая сольется, здесь будет места хватать для того, чтобы принять всю эту воду. Не помню, говорил или нет, весь сам сделанный из стекла толщиной 5 миллиметров. Больше смысла нет, потому что здесь все склеено силиконом, и аквариумы получились как бы по 40 литров. Нет смысла делать стекло толще, никак оно его не разорвет, разве что его можно разбить каким-нибудь предметом. Конечно, у меня мысль такая есть, все-таки попробовать поставить в первый отсек вот эти фильтрующие носки такие. Они, правда, дороговатые, но я думаю, что можно попробовать. Может быть, даже с ними и лучше будет, если пару комплектов купить. Меньше будет меньше будет нужно полоскать вот эти вот мочалки, они будут меньше забиваться. Ну и думаю, есть у меня уже купленный субстракт, еще лава докупленная, можно загрузить побольше. Но параметры воды, в принципе, нормальные, аммиака 0, нитритов 0. Ну, как бы, достаточно даже для такого объема рыбы и воды. И такого количества наполнителя для фильтра. Смотрите, вот, пожалуйста. Друзья сидят, довольные. Водичка чистенькая, все у них нормально. Фильтр работает замечательно, по крайней мере, я доволен. Да, друзья, чуть не забыл, по поводу помп. 100% будет вопрос, какой мощности, какая помпа. Вот смотрите, на вид они вот такого типа. Стекло, конечно, грязноватое. И вот я вам покажу, какая она, как называется. Вот такого типа. Вот. И вот их характеристики, вот смотрите. То есть у меня помпа на 3-й ярус стоит вот такая, на 20 ватт с такой мощности. А на 2-м ярусе вот такая. То есть, да, они, конечно, дороговатые. Но по сравнению с тем, что у меня была, например, помпа вот такого типа стояла, там другого производителя, так она была с такой самой производительностью, но мощность у нее была 55 ватт. Ну, она у меня есть как бы, она у меня в запасе стоит на всякий случай. Вернее, как стоит, лежит, что она у меня есть. Но я заменил для экономии электроэнергии. То есть разводня вообще потребляет очень-очень мало электроэнергии у меня. Ну, обогреватели по 300 ватт. 2 обогревателя по 300 ватт, по-моему. Сейчас я посмотрю, я уже и забыл, если честно. Секундочку. Да, 2 обогревателя по 300 ватт. Справляются со своей задачей. Они все время у меня включены. Надо, они догоняют воду до температуры. Ну, у меня выставлено на 25 градусов, 24-25 градусов. Короче, друзья, вот такое небольшое видео. Думаю, на все вопросы ответил. Если что-то не ответил, задавайте. Обязательно либо в комментариях отвечу, либо сделаем дополнительное видео. Будет тоже, я думаю, интересно. Все, пока. Подписываемся на канал. Скоро будет видео интересное, как мы выращиваем месяц меченосов, какие они у нас выросли.